Приветствуем всех на нашем YouTube-канале LonModi. В данном выпуске речь пойдет об экскаваторе-погрузчике JCB 5CX. Под этим видео располагается ссылка, пройдя по которой вы сможете посмотреть видеообзор об точно такой же модели 5CX, но сделанной зимой другим моим коллегой. И в том видео он описывал данную машину в общих чертах. В данном же видеоролике речь пойдет непосредственно об технических параметрах и характеристике данной модели. Ведь модель JCB 5CX является завершающей на данный момент моделью среди своих предшественников, таких как 4CX, 3CX и, соответственно, более ранних моделях. Для начала, для того, чтобы начать наш видеообзор, хотелось бы сделать пару вступительных слов и рассказать в общем о данной машине. Чем же она так ярко выделяется среди своих предшественников? Ну, главным образом, это силовая установка данной машины, а именно двигатель Dieselmax Tier 2. Данный двигатель обладает мощностью 118 лошадиных сил, либо 88 киловатт. Также хочется сказать об базовых комплектации, а именно ковшах данной машины. Это передний фронтальный ковш, емкость которого составляет 1,3 куба, а также он является 6-операционным ковшом. И об задней обратной лопаты. Это довольно-таки объемный, большой задний ковш. Также хочется сказать о том, что управление данной машины организовано с помощью серводжойстиков, что значительно облегчает управление данной машиной. Так как я только что упомянул ковши данной машины, то, конечно, хотелось бы сказать о грузоподъемности и глубине копания, ведь это очень важные параметры для любого экскаватора-погрузчика. И глубина копания данной машины составляет порядка 6,5 метров, а грузоподъемность переднего фронтального ковша составляет до 4,5 тонн. Также хочется добавить о скоростных режимах данной машины. Ну, здесь я скажу лишь о том, что максимальная скорость данной машины составляет практически 40 км в час. Здесь, конечно, хочется одну оговорочку сказать, что это имеется в виду транспортная скорость, то есть при перегоне из пункта А в пункт Б. Для управления данной машиной вам потребуется удостоверение тракториста-машиниста категории С, профессия машинист экскаватора. Ну и теперь хотелось бы более детально рассмотреть данную машину. И первое, что, конечно, бросается в глаза, это ее колеса. Данные колеса являются равновеликими, как передние, так и задние, с посадочным диаметром 28 дюймов. С завода данные колеса оборудуются вот такой замечательной резиной фирмы Michelin. Данная резина имеет протектор типа клюшка. Данный протектор считается универсальным. В чем же его универсальность? А именно в том, что он совмещает в себе качество как резины для стройплощадки, так и резины для работы в условиях грязи, леса. Данный протектор позволяет обеспечить хороший зацеп как в условиях грязи, так и в условиях пыльной, сухой строительной площадки. Среди операторов встречаются негативные отзывы о данной резине. В данном случае это является оптимальным решением и соотношением между ценой и качеством поставляемой резины. На данной машине передние и задние мосты являются независимыми в плане управления. Что я имею в виду? А в данном случае я имею в виду то, что на этой машине присутствует 3 режима управления передними и задними мостами. А именно, это крабовый ход,
это колесо в колесо, и это только управляемые передние колеса, то есть транспортный режим. А сейчас поговорим о тех моментах, на которых обращали внимание в предыдущем обзоре. И первое, с чего хотелось бы начать, это топливный бак данной машины. Как мы видим, он выполнен из композитного пластика. Главным образом, какое преимущество такого материала? Это облегчение всей машины, так как металлический бак тяжелее. Второй момент. Данный пластик устойчив к агрессивным средам, в том числе и к обычному воздуху, так как он не покрывается коррозией, соответственно, не ржавеет. Третий момент. При попадании об него какой-либо, так сказать, шальной арматуры или камня велика вероятность того, что он просто отскочит. А на металлическом баке, это 100% будет какая-либо вмятина. К слову, емкость данного топливного бака составляет 160 литров. И теперь хотелось бы плавно перейти к следующему моменту, а именно ступеньки данной машины. Как мы видим, они выполнены из алюминия. И существует же ведь несколько видов типов ступенек. Один из них это ступеньки с мелкой ячейкой и, как в данном случае, ступеньки с крупной ячейкой. Плюс крупной ячейки очевиден, а именно это не застревание и не налипание комьев грязи со строительной площадки. Особенно ярко этот момент заметен в зимнее время, когда грязь, любая попавшая на ступеньки с мелкой ячейкой, забивает их, замерзает, и ступеньки превращаются в одну сплошную наледь. На данных ступеньках такой вариант развития событий просто исключен. Также хочется сказать о ребрении данных ступенек, что также позволяет прочно удерживаться рабочей обуви оператора на поверхности данных ступенек, не соскальзывая, и вследствие чего избегать каких-либо травм. А теперь поговорим о характеристиках переднего фронтального ковша данной машины. Данный ковш челюстной, шестиоперационный, увеличенного объема, а именно 1,3 куба по сравнению с предыдущими моделями экскаваторов-погрузчиков JCB. Также он имеет 9, в отличие от 8, зубов на передней режущей кромке. И главные моменты, которые хотелось бы описать относительно данного переднего ковша, это, конечно, его прочностные характеристики. Что я имею в виду под словом прочностные характеристики? Это главным образом нижний лист ковша, толщина которого составляет, как мы можем легко убедиться, порядка 20 миллиметров. Также хотелось бы отметить прочностные характеристики именно отвала данного ковша, а именно его боковых стенок, толщина которых составляет. Также заглянем внутрь челюсти данного ковша. И здесь мы можем увидеть дополнительный наваренный лист, который значительно увеличивает прочностные характеристики данного ковша. Но за счет чего происходит такое увеличение характеристик, спросите вы? А я отвечу, что если мы разрежем данный ковш, то мы увидим, что лист, который внутри, он наварен у нас по вот такой траектории. Соответственно, у нас получается примерно треугольник. Данная конфигурация позволяет придать максимальной жесткости данному ковшу при работе им. И теперь, если мы посмотрим под гильзу цилиндра вниз, то мы можем увидеть специально выполненное фигурное отверстие. Данное отверстие здесь не просто так располагается. Оно необходимо для того, чтобы под гильзой цилиндра в процессе работы передним отвалом не скапливалась и вследствие чего не уплотнялась грязь, так как это может привести к деформации штока во время интенсивной работы. Конечно, усиленный ковш требует усиленной стрелы. И, подойдя чуть-чуть поближе, мы можем увидеть, что все основные высоко нагруженные шарнирные соединения стрелы усилены за счет дополнительно наваренных листов различной конфигурации. Здесь. Далее, в проушине крепления штока гидроцилиндра подъема стрелы. И, соответственно, в основной опорной части опорного пальца стрелы. Как и все современные экскаваторы-погрузчики, данная машина снабжена функцией возврата ковша в исходное положение, что значительно облегчает и ускоряет процесс работы данной машины.
Угол возврата ковша в исходное положение легко и просто регулируется с помощью вот таких двух контргаек. Данные контргайки легко и просто ослабляются и затягиваются с помощью двух ключей на 30. Была отмечена следующая особенность касаемо крыши данного экскаваторного погрузчика, а именно ее конфигурация. Конфигурация крыши выполнена таким образом, что во время интенсивных осадков, я имею в виду ливневый дождь, вся вода, которая попадает на крышу, большая ее часть, в силу конфигурации крыши попадает на лобовое стекло, вследствие чего затрудняет видимость оператору. Да, это действительно так. Но, во-первых, конфигурация данной крыши не случайна. Ведь существует помимо транспортного габарита, о котором мы говорили ранее, я имею в виду в собру сложенную поднятую стрелу, еще и габарит перевозочный, так называемый, когда вы машину перевозите не своим ходом, а на трале. И здесь вы, естественно, переднюю стрелу опускаете, заднюю стрелу также опускаете и раскладываете, вследствие чего ее длина автоматически не учитывается. И здесь уже важную роль играет высота машины без стрелы, которая максимально составляет 3 метра. Плюс пролет трала, его платформы и поверхности земли. Поэтому данная крыша выполнена с учетом этих требований. И к тому же, при работающем дворнике, корректно работающем, а данный дворник имеет 3 основных режима: пониженная скорость, высокая скорость и автоматический режим, вам никакое затруднение видимости при дожде не страшно. Теперь поговорим о гидравлической системе данной машины, а именно о ее гидравлическом баке. Вообще емкость всей гидравлической системы составляет 132 литра, а самого бака непосредственно порядка 90 литров. И первое, что мы видим, это 3 момента, которые находятся в элементарном доступе. Это заливная горловина, это отверстие технологическое для замены заборного гидравлического фильтра. Данный гидравлический бак оснащен вот таким вот смотровым окошком, или же, как его называют, еще глазком. Данный глазок позволяет легко, без затруднений каких-либо увидеть уровень гидравлической жидкости в данный момент, в данном месте. Данный глазок легко меняется при каком-либо неисправности, трещине или еще каким-либо вещам, так как он обладает гранями под ключ, либо под разводные пассатижи, они же Геббельсы. Существует один нюанс, что данный глазок при интенсивной работе быстро и легко пачкается грязью. Но, на мой взгляд, эта проблема очень легко решается. Вы просто берете тряпочку и протираете данный глазок, и все, никаких проблем. Теперь хотелось бы сказать еще несколько слов об данном инструментальном ящике, в котором вы можете хранить приспособления для ТО, какие-либо свои инструменты, ну и вспомогательные вещи. Существует мнение о том, что инструментальные ящики, которыми оснащаются экскаваторы погрузчики JCB, они частенько, так сказать, в них попадает вода и грязь. Да, действительно, такой момент есть, но прошу обратить внимание на то, что существует 2 типа инструментальных ящиков. А именно данный тип, которым оснащаются, как правило, все модели 5CX, ну еще иногда и модели 4CX. И ящик, который, к сожалению, здесь мы не можем увидеть, но он более простой комплектации, и отсек, крышка отсека, у него располагается непосредственно сверху, не так, как здесь сбоку. Вследствие чего любая грязь и вода попадает в такой ящик, у которого отверстие, крышка сверху. Так как на крышке сверху отсутствует уплотнение, а в данном случае исполнения мы видим, во-первых, еще раз повторюсь, отверстие и люк сбоку, и он оснащен вот таким резиновым уплотнением, вследствие чего исключается вероятность попадания воды, либо сводится к минимуму, и уж тем более каких-либо крупных частиц и грязи. Также хочется отметить очень удобный замочек данного ящика, который открывается также ключом, который применяется в замке зажигания, и вот таким легким поворотом. Здесь мы также видим внутри этого ящика небольшое отверстие внизу, которое закрыто резиновой заглушечкой. Ее можно снять, это опять же используется с той целью, если уж по каким-то причинам туда попала как вода. Соответственно, вы вынимаете заглушечку и спокойно ее сливаете. Также нельзя отметить прочные петли дверцы данного ящика. В отличие от другой модели инструментального ящика, там петли более слабые. Здесь они выполнены лучше.
Ну, а теперь хотелось бы сказать немножко о рабочем освещении данной машины. Данная машина оснащена рабочим освещением как задней части кабины, так и с передней части. И спереди и сзади расположено по 4 рабочих фонаря. Но отличие их заключается в том, что в задней части кабины 4 фонаря включаются одновременно с помощью клавиши на приборной панели. А спереди у вас есть два варианта. Либо пара фонарей, либо все 4 фонаря. В зависимости от положения кулисного переключателя, который также располагается с правой стороны внутри кабины. Существует такая функция, которая носит название Power Slide. Данная функция, она служит для автоматического передвижения каретки задней стрелы. Но особенность данной функции заключается еще и в том, помимо того, что автоматическая, что устанавливается она исключительно на заводе. То есть для этого вам нужно заказывать машину непосредственно с завода, так как дополнительное оборудование она не рассматривается и не устанавливается. Рукоять данной машины задней стрелы является, как и на большинстве современных эскаваторов погрузчиков, телескопической, что позволяет достигать той самой максимальной глубины копания, напомню, 6,5 метров, о которой я говорил в начале данного видеообзора. И здесь хочется отметить две очень, на мой взгляд, важные технические особенности телескопической части, или, говоря в народе среди операторов, телескопе. Что я имею в виду? Во-первых, здесь мы что видим? Направляющие, которые, как и любые трущиеся поверхности, должны быть смазаны. Но в данном случае очень важно применять особую смазку, неконсистентную. У нас есть она у JCB, она называется Wax Oil. Данная смазка выглядит в виде аэрозоля, распыляется как желтая пена. Данная смазка не прилипает, как вы видите, ни к рукам, и, соответственно, на нее не происходит налипание какой-либо пыли и грязи, которая крайне негативно влияет на трущиеся поверхности, как мы знаем. Внутри части рукояти располагаются фторпластовые направляющие, по которым скользит телескопическая часть рукояти. Но данные направляющие со временем могут изнашиваться интенсивно, вследствие чего появляется люфт между телескопической частью и самой рукоятью, вследствие чего наблюдаются при повороте стрелы интенсивные колебания вот этой части. Это можно избежать, не прибегая до определенного момента к замене направляющих тех самых, которые находятся внутри. Для этого посмотрим вот на эти 4 регулировочных болта с контргайками. С той стороны точно так же симметрично они расположены. С помощью них происходит подтягивание и регулировка направляющих телескопической части рукояти. Для этого вам нужен ключ на 30, 2 ключа даже лучше. Соответственно, одним вы придерживаете болт, другим ослабляете гаечку. И равномерно на величину шага болта каждый из 4 подтягиваете на нужную вам глубину. После чего проверяете на наличие люфта рукояти. Если таковое отсутствует, значит регулировка выполнена правильно. Но и здесь я хочу обратить внимание операторов, так как большинство их не замечает и не уделяет внимания тому факту, что вы, конечно, регулируете данные болты, но достигает тот момент, когда фторпластовые направляющие полностью себя вырабатывают. И между болтом и направляющей еще присутствует металлическая прямоугольная пластиночка, которая является уже последней инстанцией. Когда она изнашивается, болт, соответственно, затянутый до конца. Это верный затянутый до конца болт, прошу заметить, это как раз стопроцентный признак того, что у вас направляющая изношена. Начинает тереть вот по этой самой направляющей, уже непосредственно телескопической части рукояти. И здесь уже происходит интенсивный износ, глубокие выбоины и царапины, которые требуют уже дорогостоящего ремонта, вплоть до замены целиком самого телескопа. Поэтому будьте внимательны, смазывайте телескоп правильно, своевременно и следите за его регулировкой составляющих фторпластовых направляющих. Также хочется обратить внимание всех операторов, да и вообще владельцев данной техники, на вот этот палец, он же стопор, непосредственно телескопической части рукояти. Казалось бы, все просто, да? Я думаю, многие понимают, для чего он нужен. На всякий случай напомню, нужен для исключения, во-первых, нагрузки статической на цилиндр, который находится внутри
данной рукояти, который отвечает за ее выдвижение и втягивание. И для того, чтобы исключить самопроизвольное выпадение, так называемое, данной рукояти, прошу заметить, что даже на новых машинах заводов всегда присутствует некоторое, так сказать, выпадение данной рукояти в течение суток. Оно совсем небольшое, оно имеет место. Для этого этот палец предусмотрен. При постановке машины на стоянку, особенно на длительную, вы должны в любом порядке данный палец утапливать. Это делается очень просто. Вынимается эта клипса, очень легко, и палец раз у вас проваливает, соответственно, он фиксирует положение телескопической части во втянутом состоянии. И здесь я хочу еще отметить интересную особенность именно модели 5CX. Как я ранее говорил, есть опция Power Slide, которая ставится на заводе. Также есть такой момент, что линия гидромолота, в данном случае она у нас, как мы видим, закреплена трубки с быстросъемными соединениями на рукояти на самой, то есть еще вариант исполнения GCB 5CX, когда удлиняется линия гидромолота и трубки с быстросъемными соединениями выносятся на телескопическую часть рукояти. Но это уже особая модификация. В таком исполнении, как мы видим данную машину и остальные экскаваторы-погрузчики, такие как 4CX, 3CX, на них нужно работать гидромолотом исключительно со втянутой до конца и зафиксированной стопорным пальцем рукоятью, так как это, во-первых, увеличивает ее износ и, соответственно, негативно влияет на работу самого гидромолота. Поэтому будьте внимательны. Как и все модели GCB, пятерка также снабжается традиционным универсальным, так называемым хитчом или быстросъемом заднего навесного оборудования. С его помощью вы можете легко и просто в рабочих условиях и в условиях строительной площадки производить замену ковша на гидромолот, на планировочный ковш, на бур и на какие-либо еще другие навесные приспособления. Теперь хочу обратить ваше внимание на рукава данной машины, они же РВД, рукава высокого давления. А в чем их особенность? Ну, во-первых, в том, что все они, без исключения, одеты в так называемые полимерные рубашки, то есть в защитные кожухи, которые препятствуют преждевременному износу верхней части шланга. Также, как мы видим, все шланги, которые являются подвижными, одеты в такую так называемую гофру или направляющую, пластиковую. Также хочется отметить то, что при выходе с распределителя задней стрелы, что шланги все подпирают вот такой вот фигурный кронштейн, который также препятствует их износу и переплетению, или, говоря в народе, запутыванию. Сейчас мне бы хотелось поговорить с вами немножко более подробно о двигателе, о силовой установке данной машины. Но перед этим нам нужно обязательно подстраховаться, а именно поставить вот такой ограничитель хода стрелы, цилиндр подъема стрелы передней. Безопасность все-таки прежде всего. Ну а теперь переместимся в подкапотное пространство, где у нас располагается замечательный, мощный производительный двигатель Diesel Max класса экологичности Tier 2. Вы скажете, что Tier 2 это довольно низкий класс по современным меркам. Да, действительно, это так, это среднячок, так как есть Tier 4 и с Common Rail системой питания и прочее. Но данный двигатель обладает множеством плюсов, и я отмечу из них основные. Первый большой плюс, который относится именно к экологичности класса Tier 2, заключается в следующем, в том, что система питания, а именно я имею в виду топливный насос, ТНВД, топливный насос высокого давления, он здесь механический. То есть здесь исключено какое-либо электрическое влияние и неисправности, так как здесь насос непосредственно приводится в действие двигателем. Что это нам дает? Ну, главным образом, это нам дает дешевизну его ремонта данного насоса, простоту снятия. Второе, что нам дает, это меньшую придирчивость данного двигателя к качеству солярки, так называемой, топлива. А, к сожалению, в России зачастую попадается не совсем качественная соляра, и часто такие вопросы и задают. А сможет ли, а как себя будет вести данная машина, данный двигатель на отечественной соляре? Ну, мы ему говорим, конечно, нужно по возможности отслеживать качество соляры, но данный топливный насос позволяет все-таки немножко, скажем так, закрывать глаза на это. Следующее, что хотелось бы отметить, какую особенность данного двигателя,
я прошу это заметить, то, что при довольно-таки средних оборотах, а именно 1300 оборотов в минуту, данный двигатель развивает очень приличный крутящий момент, а именно 446 ньютон на метр. Такой момент, такие значения очень хороши для дизельного двигателя. Что нам это дает, вы скажете, вы спросите точнее. А я вам отвечу, что одно из преимуществ – это экономия топлива, опять же. За счет чего экономия топлива? А за счет того, что такой момент при средних оборотах, не при максимальных, да, 2100, там, 2200, а даже не при 1500, а при 1300. Соответственно, из этого следует, что машина может выполнять свои рабочие функции, а я имею в виду не просто транспортировка, а копание, выемка грунта и так далее, не на максимальных оборотах двигателя, а на средних. Соответственно, экономия топлива здесь очевидна. Еще одна особенность данного двигателя, которая ему только в плюсы, это его рабочий объем. Это 4,4 литра, что весьма неплохо. Теперь хочется сказать один такой момент, что до недавних пор была такая проблема на таких машинах, что преждевременно насос, топливоподкачивающий насос преждевременно выходил из строя. Но сейчас эта проблема решена, так как завод JCB сменил поставщика данных топливоподкачивающих насосов. И теперь еще хочется сказать, буквально напомнить пару слов об обслуживании данной машины, точнее о простоте обслуживания. Так как у нас с одной стороны располагаются все основные фильтра. Это фильтр масла двигателя, это фильтр грубой очистки с отстойником и фильтр тонкой очистки. Подробнее об обслуживании вы можете посмотреть также по ссылке ниже, которую я упоминал в начале ролика. Но здесь только еще добавлю, что фильтр грубой очистки включает в себя отстойник с датчиком наличия воды, ошибка которой выскакивает у вас на панели всех ошибок, которые располагаются у вас в кабине оператора перед рулем, чуть выше. Соответственно, так как данный фильтр снабжен отстойником и датчиком наличия воды, исключается потребность в дополнительном так называемом сепараторе. Ну, как вы видите, мы перебрались на бетонное покрытие для того, чтобы расположить нашу машину вот в таком вот более для нас теперь удобном положении. И продолжая разговор о том, что центр тяжести данной машины расположен довольно-таки низко, что позволяет сохранять очень хорошую устойчивость машины при каких-либо ее колебаниях, прохождениях крутых поворотов на больших скоростях, ну, на повышенных скоростях, скажем так, конечно, и так далее. После этого хочется, конечно, поговорить в целом о трансмиссии вообще машины. Как все знают, трансмиссия у нас включает коробку передач, мосты, карданные соединения, шарниры и так далее. На данной машине установлена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с функцией AutoShift и Torque U-Lock. Усиленные мосты. Усиленное в данном случае имеется в виду крепление мостов. До 25 тонн на один мост нагрузки может приходиться без повреждений. Как я уже говорил, мосты управляемые по отдельности. Но теперь хочется еще отметить тормозную систему. Она, конечно же, как во всех современных последних моделях JCB, она гидравлическая, запитывается от общего контура гидравлики. То есть здесь исключен у нас отдельный бачок и вообще тормозная жидкость. Здесь через блок клапана приоритета работают тормоза. Тормоза здесь мокрые, то есть они располагаются в заднем мосту. Также хочется отметить здесь очень важную особенность дифференциала. А на данной машине установлен дифференциал повышенного трения. Все мы знаем, что обычный дифференциал у нас служит для того, чтобы главным образом колеса при прохождении какого-либо поворота машины могли вращаться с разной скоростью. На данной машине установлен дифференциал, как я уже сказал, повышенного трения. Что это такое? При обычном дифференциале у вас колесо, которое, соответственно, отрывается от поверхности, которому легче крутиться, оно начинает пробуксовывать, начинает вращаться. Дифференциал повышенного трения перенаправляет моменты, перераспределяет, и у вас исключается такая неприятная вещь, как пробуксовывание, соответственно, повышается главным образом проходимость машины. Ну и как при любом дифференциале, помимо того, что колеса вращаются с разной скоростью, у вас снимается нагрузка с карданных шарниров. Ну, это общепринятый известный факт. Теперь хочется сказать о стояночном тормозе, или ручнике, как говорят в народе данной машины. Если в предыдущих старых моделях JCB экскаваторов-погрузчиков он был, так сказать, сухой,
То есть был тормозной диск, который располагался на хвостовике или на кардане заднего моста. Здесь ручной тормоз, стояночный он же, располагается непосредственно в коробке передач, что исключает его преждевременный выход из строя, так как он находится в масле. Теперь я хочу особенно отметить коробку передач, которая установлена на данном экскаваторе-погрузчике. Это, как я уже сказал, шестиступенчатая AutoShift коробка передач. Но здесь хочется сделать одну ремарочку небольшую. Так как я сказал, 6 ступеней, но они между собой разделены, грубо говоря, на две категории. Первые 3 передачи с 1 по 3, это все передачи считаются пониженными. Это рабочие передачи. На них нужно работать только в условиях строительной площадки или какого-либо объекта. Они переключаются непосредственно переключателем, который располагается с левой стороны у вас на рулевой колонке. Грубо говоря, в какую передачу вы включили, при той и будете работать в постоянном режиме. Если вам нужна функция полного автомата, то здесь вы увидите на этом же переключателе, на его бабышке, буковку А, которая от английского слова auto. Когда вы переводите в это положение этот данный переключатель, у вас включается полный традиционный автомат, который включает в себя еще 3 передачи, то есть 4-ю, 5-ю и 6-ю, которые уже переключаются в автоматическом режиме без влияния оператора, зависит пропорционально нажатию педали газа. Данный режим используется только при транспортировке машины. Его нет смысла использовать на строительной площадке в ее стесненных условиях. Как я уже сказал, на данной машине присутствует такая функция, как Tokyo Lock. Что это имеется в виду? Что за зверь такой? Tokyo Lock дословно переводится. Да, Tokyo это момент, Lock это блокировка у нас с английского. Соответственно, получается блокировка гидротрансформатора. Что это такое? Как известно, на данной машине установлен гидротрансформатор, а гидротрансформатор у нас приводится в действие рабочей жидкостью. Соответственно, раз у нас жидкость, значит у нас есть какие-то потери. Система Tokyo Lock, она блокирует гидротрансформатор, и у нас получается жесткая связь между силовой установкой, двигателем и коробкой передач. Блокировка гидротрансформатора включается в автоматическом режиме на 6-й передаче. Соответственно, когда вы перегоняете машину между какими пунктами А и Б, у вас, во-первых, возрастает экономия до 25%, экономия топлива за счет жесткой связи, как я уже говорил, и немного уменьшается интервал времени между пунктами за счет того, что связь у нас жесткая, соответственно, потери минимальны, гидравлические вообще отсутствуют, и на подъемах машина не снижает своей скорости. За счет этого у нас сокращается время в пути. Теперь хочется сказать об гидравлической системе в целом данной машины. Как я ранее говорил, что объем гидравлической системы 132 литра, да, и объем бака порядка 90. Но на данной машине установлен аксиально-поршневой насос. Соответственно, система гидравлическая у нас так называемым закрытым центром, в отличие от системы открытым центром, в которых применяется шестеренчатый насос. Данная система лучше подходит для интенсивной работы рабочим оборудованием машины, так как снижает нагрузку на двигатель. Также, что очень важно, данная система позволяет применять сервоуправление данной машине, а именно джойстики, про которых мы поговорим чуть дальше. Машина оборудована системой плавного хода, то есть СРС. Но в данном случае система плавного хода у нас двухрежимная. Что я имею в виду под этим словом? А то, что есть два режима, автоматический и ручной. В автоматическом режиме вы можете спокойно транспортировать машину, то есть перегонять по дорогам общего пользования. А ручной режим лучше применять непосредственно на стройплощадке, так как здесь этот режим СРС активизируется только при передвижении машины, то есть в момент отрыва какого-либо груза от земли СРС у нас не включается, так как она нам не нужна. Лишние нагрузки на азотный аккумулятор исключены. Соответственно, как только вы груз взяли, оторвали от земли и начинаете движение вперед либо назад, у вас СРС включается, и вы спокойненько едете без каких-либо потерь груза. Вот, собственно, и все, что можно сказать о данной системе. Ну вот, а теперь посмотрим на систему плавного хода непосредственно в действии. Вот мы подъезжаем, набираем груз, в данном случае у нас это снежок, который мы не набрали, и повторим это еще раз.
Включаем систему главного входа в режим ручной, соответственно, как на стройплощадке. И спокойненько поехали. Как мы видим, передняя стрела у нас колеблется слегка. И, соответственно, машина, плавно переваливаясь, без резких колебаний, преодолевает неровности на нашем пути. Для сравнения, сейчас я проеду по тем же самым неровностям, но с выключенной системой плавного хода. Посмотрим на ощущения. Выключаем систему. Поехали. На той же скорости. Ну, я могу сказать, что колебания очень значительные. Чувствуется. И вот сейчас мы снова включаем систему. И вот уже совсем другое дело. Спокойно, не спеша, переваливаясь, едем. Ну, теперь в заключение нашего видеообзора хочется сказать, конечно, несколько слов непосредственно о рабочем месте оператора, да. В предыдущем обзоре было, конечно, об этом сказано, но мы постараемся немножко более детально поговорить. Первое, что бросается в глаза, это рулевая колонка с рулевым колесом. Она, в отличие от предыдущих машин, она имеет два режима регулировки. Первый — это угол наклона, соответственно. Второй момент — это с помощью вот этого колеса рулевое колесо у вас могут, соответственно, выдвигаться вверх либо вниз. То есть она телескопическая данная, рулевая колонка. Вот таким образом, и обратно затянув, вы можете подрегулировать. Следующее, что мы видим, это, соответственно, подрулевые переключатели, левый и правый. Левый у нас отвечает полностью за коробку передач и сигнал. Соответственно, вот как я говорил, режим А автоматический и первые три рабочих режима. И правый у нас отвечает за дворник лобового стекла, за омывайку так называемую, и за свет, соответственно, ближние и дальние переключения. Теперь хочется сказать о том, что спереди у нас очень удобно расположена панель индикации различных ошибок и включений, соответственно, света, как рабочего, так и ближнего и дальнего. Здесь мы видим три кулисных переключателя. Первый, соответственно, у нас это аварийная сигнализация. Второй переключатель двухрежимный, это у нас габаритные огни и ближний свет. И, соответственно, данный переключатель отвечает за включение переднего моста, так как у нас может быть по умолчанию только задний привод, ну, либо полноприводная машина. Соответственно, в данном положении у нас передний мост подключается. Хочу сказать сразу маленькое замечание, что передний мост имеет смысл включать только в условиях рабочей площадки, либо стройки. При транспортном режиме, то есть при перегоне машины, в нем мало смысла. Соответственно, только лишняя нагрузка на двигатель, ну и как следствие расход топлива, никому не нужный. Далее мы видим вот такие эргономично расположенные воздуховоды, которые имеют вот такие шторки пластиковые и, соответственно, могут в самых разных направлениях располагаться. Вы можете по своему желанию направить воздух либо на как обогрев стекла лобового, да, либо на себя. Далее, если мы посмотрим чуть вниз, мы увидим, соответственно, основные рабочие педали. Это у нас тормозные педали, контуры у нас два независимых тормозных, левый и правый, соответственно, могут либо вместе работать, либо, как на многих современных машинах, откидываем стопор, соответственно, левый и правый. Что очень удобно при грамотном использовании в узких ограниченных пространствах строительной площадки. Нам помогает. Ну, соответственно, это у нас педалька, да, регулировки оборотов двигателя. Далее хочу сказать непосредственно про то самое сервоуправление с помощью джойстиков левого и правого. Эти джойстики, в отличие от многих других машин, у нас непосредственно являются единым целым с сиденьем оператора. Здесь у нас под правым джойстиком располагается трехпозиционный круизный переключатель, нейтральное положение, соответственно, положение активизации передней стрелы и положение активизации задней стрелы. Здесь, соответственно, под джойстиком располагается концевой переключатель, который включает дополнительно нам либо переднюю стрелу, либо заднюю, в совокупности с выбранным положением кулисного переключателя. Этот у нас скролл отвечает за работу либо челюсти переднего фронтального ковша, либо за движение телескопической части рукояти задней стрелы. Здесь у нас еще такой светодиодный индикатор, который нам сигнализирует
о включении передней стрелы либо задней, о выборе. Здесь у нас, соответственно, стандартный традиционный GCB-шный так называемый стояночный тормоз, который, как я говорил уже в данном случае, в данной модели у нас не обслуживаемый и располагается внутри коробки в масляной ванне, что очень хорошо. Здесь у нас, соответственно, выемочка вот такая под маяк. И, соответственно, под этой крышкой у нас располагаются все реле и предохранители электросистемы. Еще хочу сказать, что вот на этой панели у нас такой вот переключатель трехпозиционный, который, соответственно, выбирает те самые 3 режима движения и управления колесами. По правую руку от меня располагается приборная панель со всеми основными вещами. Это, соответственно, панель регулировки, да, оборотов печки, соответственно, вентилятора. Это регулировка у нас холодный, горячий воздух. Ну и, соответственно, заслонка, да, внешняя циркуляция воздуха и в салоне. Это, соответственно, клавиши у нас активизации кондиционера, который штатно идет на данной машине. Здесь у нас, как я говорил, клавиши SRS двухрежимного, да, автоматически ручной, еще раз напомню. Здесь у нас клавиши, соответственно, High и Low. Данный режим очень полезен при транспортировке и при работе. То есть, соответственно, при транспортировке вы Low включаете при перегоне машины, при рабочем режиме, соответственно, High. Ну, здесь у нас управление бортовым компьютером, часами в том числе, и выбор меню, проверка там ошибок и так далее. Здесь, соответственно, у нас основные индикаторы все, то есть стрелочные. Здесь у нас часы, да, здесь уровень, соответственно, топлива, здесь обороты, и, соответственно, температуру масла. Здесь у нас находятся все основные кулисные переключатели. Это маяк, это рабочее освещение переднее, двухпозиционный, как я говорил. Здесь у нас возврат ковша в исходное положение. Здесь у нас гидромолот, рабочий задний свет, дворники заднего стекла плюс омывайка. И, соответственно, режим блокировки каретки, то есть гидрозамков задней стрелы. Соответственно, рычаг управления, ручной управление до оборотов двигателя. Теперь мы с вами посмотрим, что у нас сзади, перевернемся. Для этого очень легко и удобно расположена вот такая лапка внизу под сиденьем, которую всего лишь движением правой ноги отжимаете в сторону и легко поворачиваетесь. Очень удобно активация сделана аутриггеров, так называемых опор задних, стабилизаторов машины. Соответственно, это не рычажная у нас, как на предыдущих моделях, а пропорциональная. С помощью вот таких пропорциональных переключателей осуществляется. Здесь у нас слева под левой моей ногой кнопка, так называемый грибок гидромолота. Соответственно, в сочетании с клавишей гидромолота во включенном положении, нажав на грибок, вы активируете линию гидромолота. Спокойно работаете молотком. Теперь заглянем немножко ниже уровня сиденья. И что мы здесь увидим? Во-первых, удобный фиксатор сиденья в крайних положениях. В отличие от предыдущих моделей, это рукоятка справа. Здесь же мы просто правой ногой его отодвигаем в сторону и все, и поворачиваем. Здесь у нас вот такие интересные клавиши. Это у нас подогрев сиденья. Это у нас, соответственно, плюс-минус. Это у нас отвечает за пневматическую подушку, сброс воздуха, либо ее нагнетение. Соответственно, это тоже добавление воздуха в подушку в том или ином объеме, как вам удобно. С левой стороны у нас находится, во-первых, да, замочек для ремня безопасности, во-вторых, угол наклона спинки и, соответственно, два вот таких рычажка. Первый отвечает за подъем крайней части сиденья, второй за подъем задней части. То есть данное сиденье максимально оборудовано средствами контроля под вес оператора, под его какие-либо анатомические особенности. Сейчас хочется ответить на такой интересный вопрос, часто задаваемый: а можно ли, не поворачивая сиденье, в обратное положение управлять и задней стрелой, и передней стрелой одновременно? Посмотрим. Для этого заводим машину. Вот сейчас у нас, допустим, мы в таком положении находимся, да, включаем переднюю стрелу. Вот, соответственно, она у нас в работе. Теперь нам нужно, скажем, задней стрелой работать. Для этого мы просто поворачиваем сиденье. Вот мы довели до упора. Все. Теперь, соответственно, выбираем режим работы задней стрелой, концевичок. Чуть-чуть газу дадим. И вот мы, соответственно, работаем, да, задней стрелой. Как-то там что-то копаем. Но вдруг нам понадобилось каким-то образом изменить положение задней стрелы. И вот тут спрашивают, а можно это сделать, не поворачиваясь? И я отвечу, что можно. Для этого мы выбираем режим, соответственно, задней стрелы, нажимаем концевичок и слышим зуммер, который нам дает понять о том, что мы находимся в неверном положении. Но, удерживая его, мы можем работать за передней стрелой.
Как видите, я не меняю положение сиденья и полностью работаю передней стрелой, как мне удобно. Но это возможно только при нажатом концевике, который у нас под правым джойстиком. Соответственно, обратно переходим в режим работы задней стрелой и спокойно работаем. Теперь хочется еще обозначить такой один момент интересный. Часто встречается такое мнение, что трос замка стрелы замерзает во время каких-то низких температур. Но данная машина лишена этого недостатка, так как замок активизируется с помощью маленького гидравлического цилиндра. Сейчас я покажу, каким образом. Заводим машину. Выбираем опять режим задней стрелы. Выбираем ее. И, соответственно, замок у нас уже поднялся, как мы видим. То же самое обратное действие происходит при складывании стрелы. Вот мы ее сложим сейчас. Вот я ее довел до упора. Выключаем. И замок опускается. Включаем. Замок поднимается. Включаем. Опускается. Ну, и в завершение нашего видеообзора хотелось бы попросить вас оставлять свои комментарии, отзывы, задавать какие-то вопросы, обращаться в Ломади, соответственно, за дальнейшими советами и технической поддержкой. И еще хотелось бы сказать о том, что не забывайте про ежесменное обслуживание, которое включает главным образом смазку основных узлов, которые подвержены наибольшему износу машины, это все нижние части, да, передний и задний стрел, проверка уровней всей жидкости. И, собственно, на этом все. Она включилась. Потому что он рассчитан на определенный вес, иначе будет перебор.